сети сотни картинок кошек, которые как радостно барахтаются в снегу, так и с ужасом наблюдают за странной белой и жутко холодной субстанцией. Давайте попробуем разобраться в том, как же на самом деле коты относятся к снегу и опасен ли он для них. Коты не любят снег? На самом деле это сугубо индивидуальный вопрос. Каких-то предпосылок не любить снег просто за факт его существования у котов нет. Многие думают, что раз снег это по сути вода, то и отношения с водой коты на него переносят. Но это в корне неверно. Котам мешает не сама вода, а последствия от встречи с ней. То есть мокрая шерсть, яркий запах от мокрого кота, который мешает охотиться, и еще упаковка бонусов. Со снегом подобных ассоциаций на уровне инстинкта у кота нет. Снег намочит кота, только превратившись в воду, а это будет явно не на улице. Так что для наших мурлык снег это холодная штука, по которой кому-то нравится бегать, а кому-то нет. Снегопады и коты. Кошачья шерсть работает в полной аналогии с куртками и шубами на людях. Снег, который попадает на верхний слой шерсти, не тает, так как шерсть является своеобразным слоем теплоизоляции, позволяющим не выпускать тепло кошачьего тела наружу. Поэтому коты намокают, только попадая в более теплое место. Впрочем, в сильные снегопады бродят по улицам обычно лишь те котики, которым больше идти некуда. И для таких бедолаг гораздо опаснее не снегопады, а холода. В какой мороз кошку лучше не выпускать? Относительно безопасным считается температура до минус 20 градусов Цельсия. Но нужно понимать, что это сильно зависит от ветра, влажности, а также самого кота. Есть породы, которые при должной привычке и в минус 30 чувствуют себя отлично. Но в целом надо понимать, что у домашних или даже полудомашних котов могут быть свои проблемы с шерстью, так как температура окружающей среды сильно зависит от доступа кота к батарее. Поэтому многие специалисты рекомендуют не отпускать кота гулять, как только температура падает ниже 0 градусов. Но есть и компромиссное решение – обеспечить коту доступ в теплое помещение. Например, приучить его заходить в подвал частного дома. Тогда кот сам сможет в любой момент погреться и поесть. А для тех, кто боится появления в подвале чужих котов, есть специальные входы по зашитому в ошейник чипу. Только важно не забывать проверять его работоспособность перед наступлением холодов. Запертая дверь в привычное тепло может стать для кота серьезной проблемой. О чем важно помнить в холода? Самые уязвимые места для котов в холода – нос, уши и подушечки лап. Нос и уши подвергаются обморожению, и стоит приглядываться к этим частям кошачьего тела. С подушечками лап все сложнее. Помимо классических проблем от хождения по снегу босиком, на лапы могут попадать реагенты с дорог, поэтому подушечки могут трескаться и доставлять коту серьезный дискомфорт. Так что за лапками гуляки также надо следить. А если кот домой возвращается исключительно под вашим присмотром, протирайте подушечки лап влажной тряпочкой. А если кот не против, то лапы можно и помыть. И что в итоге? Коты очень самодостаточные животные. Большую часть своих проблем с климатом они способны эффективно решать с минимальной помощью со стороны людей. Поэтому обеспечение кота теплом, едой и минимальным визуальным контролем за состоянием бурлыки этого более чем достаточно для нормальной жизни на самовыгуле. Главной проблемой здесь являются опять же люди. Химия на лапах ничего хорошего котам не сулит. Поэтому для городских котов есть смысл зимние прогулки свести к минимуму. Для деревенских жителей подобные проблемы вряд ли актуальны. Кот-космос и снег. Наш космос – кот на 200% домашний, но оставить его без возможности познакомиться со снегом нам показалось не очень честным. Поэтому мы дождались сочетания сугробов и теплой погоды и вынесли нашего красавца на улицу. Как он к этому отнесся? С любопытством. Снег его особенно не смутил. Шерсть у шотландских вислоуких достаточно теплая, чтобы не мерзнуть. Так что реакция была как на очень холодный и чуть влажный пол. Восторга нет, но и особого дискомфорта тоже. В этом плане наш любимец удивительно скучный. Обе свои прогулки по сугробам он перенес совершенно равнодушно.